Всем привет! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Как ваши дела? Надеюсь, хорошо. Друзья, вы часто слышите этот вопрос и часто его задаете. Правда? Конечно, потому что «как дела» – это одна из самых распространенных русских фраз. Но сегодня я хочу сказать вам странную вещь. Хватит говорить «как дела». Есть другие фразы с похожим значением, которые мы, носители языка, говорим очень часто, каждый день. И, конечно, вы тоже должны их знать. Ну что, готовы? Тогда поехали! И первый способ – вместо «как дела» спросите «как ты?». «Как ты?» если мы обращаемся к другу, или «как вы?», если мы задаем этот вопрос преподавателю, боссу и так далее. «Как ты» и «как дела» – это то же самое, но «как ты» немного короче. Привет. Ну ты как? Да нормально. А ты чего? Варь, мне Лобанов все рассказал. Пульс у вас в пределах нормы. Как вы? Да нормально. Огнестрел как огнестрел. Второй способ. Вместо «как дела» спросите «как жизнь?». «Как жизнь?». Если это официальная обстановка, подойдет «как вы поживаете?». «Как вы поживаете?». Слушай, а что такое по-английски «how are you»? Как поживаешь или как дела? А им что, всем интересно, как у меня дела? Не интересно. А что тогда спрашивают? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Третий способ. Спросите «как настроение?». «Как настроение?». Четвертый способ. Вместо «как дела» скажите «что нового?». Что нового? Этот вопрос особенно актуален, если вы и, например, ваш друг давно не виделись. Продолжаем. Как работа? Если человек работает, всегда можно задать ему этот вопрос. А если перед нами студент или школьник, можно спросить у него, как учеба? Если у вашего собеседника есть дети, поинтересуйтесь, как дети, как семья. Конечно, эти вопросы более частные, чем «как дела?», но они помогут поддержать разговор. Следующий способ. Как прошел день? Это отличный вопрос, который можно задать вечером дома, своей жене или мужу, детям, родителям. Привет, дорогой. Как прошел день? Ужасно. Я упал с лестницы, ушиб. Отлично. Я очень рада, что у тебя хорошее настроение. Продолжаем. Если мы знаем, что наш собеседник недавно болел или часто болеет, вместо «как дела» лучше спросите у него «как здоровье?». Как твое здоровье? Как ваше здоровье? Я всегда задаю этот вопрос своей бабушке, когда разговариваю с ней по телефону. Кто там? О, звонкий здоровый голос, да? Что и требовалось доказать. А, Венечка? Как здоровье? А вы кто вообще? А если наш собеседник болеет прямо сейчас, вместо «как дела» лучше спросите «как ты себя чувствуешь?» или «как вы себя чувствуете?». Как ты себя чувствуешь?
как вы себя чувствуете. Марья Ивановна, как вы себя чувствуете? С утра плоховато было. Голова шумела. Сейчас уже полегче. Мне доктор укольчик-то поставил, и как рукой сняло. Здравствуйте, вы Андреева? Да, я. Здрасте. Как вы себя чувствуете? Да нормально. А что? Ну вот видите, нормально. И, наконец, еще один способ. Ты в порядке? Вы в порядке? Этот вопрос подойдет, если вы видели, что с человеком что-то случилось. Например, он упал, расстроен, плачет и так далее. Финита инкантате! Спасибо. С тобой все в порядке? Нет, кажется, у меня сломана рука. Друзья, и, пожалуйста, помните, если вы задаете эти вопросы на русском языке, обязательно выслушайте ответ. Это очень важно. А если ответ вам не нужен, тогда достаточно просто сказать «Привет» или «Здравствуйте». Не нужно спрашивать «Как дела?» или «Что нового?». Нет, ну что тогда спрашивать, если не интересно совсем? Кстати, ребята, напишите в комментариях, какой из этих вопросов вы уже слышали много раз. А может быть, у вас есть свои варианты этого вопроса? Тоже пишите их в комментариях. А на сегодня все. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Спасибо, пока-пока!